вот початок кукурузы. У него есть внешние грубые листья, лепестки такие, листья. Но мы их выбрасываем, а для плетения пригодны будут только вот такие более нежные, более тонкие и светлые листья. Хотя, по сути, это не листья, а шелуха, можно сказать. Для плетения будут использоваться полосочки из листьев кукурузного початка, у которых отрезана плотная часть, и они разделены на полоски примерно от 1 до 2,5 сантиметров, в зависимости от их плотности. Чем мягче, тем полоска может быть шире. Плетение с помощью полосы ткани производится точно таким же способом. Заводится полоска, удерживается здесь пальцем и производится намотка, обязательно с нахлестом. Делайте существенный нахлест для того, чтобы ткань потом не проявила себя после сушки, где-то через какую-то трещинку. Хочу показать проблему, которая может у вас возникнуть, особенно если ткань у вас внутри какого-то яркого цвета. Вот, обратите внимание, при высыхании появилась вот такая вот проплешина, которую желательно убрать. То есть повозиться немножко придется, поэтому лучше мотайте сразу с нахлестом. Так, все, здесь больше ничего не видно, но лучше этого не допустить. Когда здесь истончается, добавляем. В чем секрет этого плетения и почему удобно плести с веревкой? Она не становится уже. Когда мы плели раньше, используя тот же материал, то эти хвостики рано или поздно заканчивались, и приходилось добавлять и добавлять, что было не совсем удобно. Плюс это еще давало разную толщину вот этих полосок, а здесь она будет всегда стабильная. И опять же, вот эти моменты добавления, они убирали у нас скорость плетения. А здесь все быстро и четко. Делюсь. Если плести большое изделие и более грубое, то можно вкладывать внутрь вот нашего жгута не сам материал, которого иногда недостаточно, а любые подручные материалы. Это могут быть отрезки ткани. Вот в моем случае это остатки наволочек, простыней, старых и ненужных, шириной от 8 до 12 сантиметров. То есть чем плотнее ткань, например, джинсовая, там может быть и 8 сантиметров. В моем случае это 10 сантиметров. Кроме ненужных тканей, можно использовать сухую траву или провода. Но провода должны быть в оплетке для того, чтобы они не заржавели или не окислились и не испортили изделие. Использование ткани при плетении корзины достаточно оптимально, потому что предполагается, что она будет находиться в сухих условиях. Но если вы будете плести салфетку для кухни, то ее иногда придется мыть. А при сушке, я думаю, что хлопковая ткань будет сохнуть дольше, если она намокнет полностью, чем натуральное сырье, которое достаточно пористое и легкое. Также, возможно, подойдет синтетическая веревка, которая не будет подгнивать, каким-либо образом портиться, и, скорее всего, она будет сохнуть быстро. Вот тут интересный момент, когда ваша намотка закончилась прям посередине ниже лежащего подхвата. В этом случае
лучше завести полосу вот здесь, нежели здесь. Таким образом вы обезопасите себя от того, что плетение будет сужаться кверху. Вот, проверяем, каждый раз проверяем, чтобы полоса легла ровно. И, соответственно, затягиваем не в эту сторону, не так, а напротив, чуть-чуть ее заводим назад, чтобы избежать стягивания. Это важный секрет. Хочу показать одну ошибку. Если затягивать слишком сильно во время плетения, тянуть слишком в эту сторону, то могут образовываться вот такие вот неприятные явления. То есть будет выбиваться какой-то круг будет выбиваться из общей плоскости. Немного можно это скорректировать, если поставить большой пресс, но лучше этого не допускать. Для этого лучше подтягивать, наоборот, не в эту сторону, а в эту сторону, вот таким образом. И если спорная какая-то ситуация, ваша намотка закончилась где-то посередине. В данном случае, если вы начнете вот отсюда, то может быть потом перекос. Вот такие вот вещи. Поэтому лучше начинать чуть-чуть до этого. То есть пусть лучше будет немножко внахлёст. Вот так вот. Но не будет перекоса и вот таких вот явлений. Хочу показать мой способ более изящного плетения. Обратите внимание, что кончики подхватов у меня почти все в виде треугольничка. Это гораздо более мило и аккуратно, чем вот такие широкие полоски. Вот как я добиваюсь этого эффекта, который я для себя называю солнышко. Я беру полосу, даже широкую, потому что широкой удобно потом делать намотку. Завожу ее любым тупым предметом. Захватили ее. И вот здесь можно было бы вот такой сделать подхват. Но мы делаем легкий проворот. Вот так вот. И дальше заводим прямую полосу и проводим намотку. Вот таким образом происходит утончение подхвата кверху и тонкое изящное плетение. На обороте тоже будет эффект солнышка. И в принципе салфетка двусторонняя. В нашем случае это крышка, которая тоже будет в таком виде красивее.